Всем привет, меня зовут Паша, на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. И сегодняшний ролик я бы хотел посвятить целиком Майли Сайрус, а точнее ее карьере и ее отношениям с лейблом, на котором она выпускает музыку. Все мы знаем, что успех артиста зависит от очень многих факторов. От песен, от скандалов, от прессы, от качества музыки, но в основном все всегда зависит от лейбла. И это та часть музыкальной индустрии, которая не показывается так публично, потому что обычные слушатели особо не вникают, что это за музыкальные лейблы, как они работают и что вообще происходит за закрытыми дверями. Конкретно в этом случае я бы хотел разобраться, как лейбл Майли Сайрус повлиял на то, что ее карьера пошла на довольно резкий спад по сравнению с тем, какой она могла бы быть сегодня. Я являюсь фанатом Майли уже 10 лет, я с ней через все ее взлеты, падения и скандалы, и это для меня достаточно важная тема, потому что мне достаточно обидно, что Майли не получает такого внимания, которого должна была, потому что она очень интересная, многогранная и талантливая артистка. Я считаю, что во многом это вина ее лейбла, а она на лейбле RCA Records, вместе с такими артистами, как Бритни Спирс, как Джастин Тимберлейк, там же Шакира, Нормани, G-Eazy и другие артисты. И во многом цепь событий мне помог вспомнить аккаунт в Твиттере под названием Space Smiler, но и в целом я очень многие события помню сам, потому что все время, как я повторяюсь, был с Майли во всех событиях, смотрел в прямом эфире то самое VMA 2013 года, когда она просто взорвала интернет и все медиа. Поэтому давайте разбираться по порядку, что происходило как раз-таки с момента выхода альбома Bangers. Итак, 2013 год, и ее лейбл RCA отлично подготовил публику к выходу ее альбома Bangers. Все началось, естественно, с отрезания волос, это был большой скандал, и выпуск We Can't Stop, которая отлично вошла в чарты, неплохо продавалась, всем понравилась песня. Майли выступала на телешоу, и потом, конечно же, случилось то самое выступление на VMA, которое подняло песню и, собственно, саму Майли до каких-то невероятных высот. Все о ней говорили, либо хорошо, либо плохо, либо нейтрально, но они говорили реально все. И в целом, как мы знаем, альбом был очень успешный, у него был хит номер один, это Wrecking Ball, на который тоже был снят очень провокационный клип, о котором говорили все. Но что случилось с Сарой Бэнгерс после выхода We Can't Stop? А случилось то, что после ошеломляющего успеха Wrecking Ball лейбл Майли просто на 4 месяца забил на нее и только потом решил, что пора бы выпускать третий сингл с альбома, который уже давно продается, и поэтому они выпустили Adore You, это баллада, и никак не поддержали ее никаким радио, выступлениями или чем-либо еще. На песню сняли довольно дешевый клип, но даже несмотря на это, из-за успеха прошлых синглов и альбомов, песня неплохо чартилась. И даже дошла до 21 места в национальном чарте Америки Billboard Hot 100, но лейбл никак не поддержал трек на радио, поэтому так это и осталось его пиковой строчкой, хотя могла бы войти, я думаю, и до десятки. Но потом все вообще пошло по одному месту. Четвертым синглом всегда команда Майли видела трек 4x4, и на него уже даже сняли клип, к нему готовились, опять же, с каким-то перерывом в несколько месяцев непонятных. Но в конце концов и выход клипа, и сингл, и ротации все просто отменили в один прекрасный день. Также сама эра Бэнгер закончилась весьма скоропостижно, потому что в 2014 году у Майли умер ее питомец, это пес Флойд. Она очень сильно переживала, даже загремела в больницу от истощения, и поэтому тур был прерван, отменили, опять же, 4x4, и лейбл решил полностью завершить эру, хотя точно известно, что к альбому Bangers готовились еще переиздания, лайв-альбом, альбом ремиксов и акустический альбом, но все это просто свалили в мусор. И да, я прекрасно помню, что это время после смерти Флойда было очень тяжелым для Майли, она действительно очень страдала, и когда в туре выходила выступать, очень плакала, и понятно было, что выступать ей было тяжело, однако, подождав пару месяцев, можно было вернуться лейблом к промоушену альбома и хотя бы выпустить готовый материал типа клипов и акустического альбома. Мне кажется, это очень бы помогло. Но именно так закончилась эра Bangers, и Майли приступила к своему следующему этапу. Это эра Dead Pets. Она начала интересоваться немного другим направлением музыки, она начала общаться с группой Flaming Lips, которые известны своим психоделическим звучанием. Майли начала очень много курить в тот момент.
И поэтому ее звучание немножко пошло в ту сторону, в которую лейбл не хотел бы, чтобы она пошла. После того, как Майли закончила работу над альбомом Miley Cyrus and Her Dead Pets, лейбл просто отверг этот альбом, но Майли очень сильно хотела его выпустить, поэтому решила действовать своими силами, и когда в 2014 году она отвела премию MTV VMA, она в конце объявила, что у меня вышел новый альбом, переходите на SoundCloud и слушайте его бесплатно. Это было довольно неоднозначное, но очень смелое решение со стороны Майли. Ну и получилось так, что альбом вышел, заинтересованность к нему была высокая, потому что это была все еще та Майли после эры Bangers. Они все хотели знать больше и интересовались. И по аналитике Билборда на тот момент, если бы альбом вышел на всех площадках с поддержкой лейбла, он бы без всякого труда возглавил чарт Billboard 200, и, наверное, лейбл понял, что ошибся примерно где-то в тот момент, но уже ничего поделать не могли. Майли даже сама своими силами и за свои деньги отправилась в небольшой тур по Америке, чтобы поддержать альбом. Это было довольно нестандартное звучание для Майли, однако весьма интересно. Если кто-то не слушал, послушайте альбом, реально очень занимательный. Но в целом это был довольно интересный эксперимент, и послушать такую часть Майли с очень откровенными, очень слезливыми текстами было очень даже круто. И что случилось потом? Только через 2 года, в 2017 году, лейбл RCA выкупил у Майли этот альбом и загрузил на Spotify и на iTunes. Но суть в том, что они никак это не объявляли, и об этом знали только фанаты Майли, которые следят за ее страницей. В итоге получилось, что альбом-то они выкупили, а ничего с этого не получили. Да и в целом на всю эру Dead Pets лейбл Майли не потратил ни цента, все Майли записывала сама, продакшн, какие-то работы с продюсерами и все остальное. И вот в 2017 году Майли возвращается с новой большой эрой, уже при поддержке лейбла, это Younger Now. И все началось с выпуска песни «Малибу», в которой начались проблемы с момента выпуска. Лейбл RCA позволил выпустить трек в четверг, хотя все знают, что отсчетная неделя по чартам начинается только с пятницы. И получается так, что Майли выпускает песню в четверг, ее все ждут, начинают скупать, и первый день засчитывается в прошлую неделю. То есть, по сути, с полноценной недели продаж Майли не может нормально дебютировать в чартах. И в итоге получается, что пиком для песни в Билборд осталась только 10-я строчка, хотя если бы добавили этот первый день, она бы без проблем вошла в топ-5. Также Майли рассказала в одном из интервью Билборду, что RCA по сути надавил на нее, чтобы она добавила в альбом Young Now более радио-френдли хиты, которые можно было бы продвигать, и из этого ей пришлось переписывать акустическую часть альбома. А что случилось с песней «Малибу»? «Малибу» понравилась слушателям и хорошо поднималась как в чартах, так и, самое главное, на радио, и дошла даже до 15 места на поп-радио американском. И что в тот момент делает лейбл RCA? Они просто отзывают песню с радиостанции, потому что им нужно продвигать других артистов, а в Майли вкладываться им больше не интересно. И что получается? Песня буквально за пару недель укатывается из всех чартов, и больше мы ее там не видели. После этого начинается двухмесячная тишина просто с ничем. Майли не появляется ни на каких важных церемониях, и вообще непонятно, что происходит. И потом неожиданно выпускает трек сингловый и клип Young and Now, который снимали тупо в последний момент, с очень маленьким бюджетом, и все, что она делает, это промит его на MTV VMA. И после всего происходящего уже было понятно, что альбом провалится по продажам. И в целом уже прошло достаточно много времени от синглов до альбома, поменялась энергетика, поменялось то, о чем Майли хотела рассказать. И, конечно же, все так и случилось. Альбом провалился, не попал даже в топ-3 чарта, да и промо у него, по сути, не было вообще никакого. Ну, естественно, из-за того, что лейбл не был доволен результатами альбома, они отказали Майли в том, чтобы она могла поехать в тур, хотя Майли очень хотела и рассказывала об этом на интервью. Но тур, естественно, отменили, поэтому, опять же, альбом просто ушел в никуда. И в конце 2018 года выходит коллаборация Майли с Марком Ронсоном «Nothing Breaks Like a Heart». И сразу, как смайлер с десятилетним стажем, я могу сказать, что это лучшая песня Майли за всю ее карьеру. И что с ней случается? Песню делят на, скажем так, две аудитории: европейскую и британскую, и американскую. А британской и европейской частью и промоушеном занимается лейбл Марка Ронсона. Это Columbia Records. А в Америке за промоушен берется лейбл Майли RCA. И что происходит? В Европе песня становится абсолютным хитом, достигает второго
место в чарте Британии и довольно неплохо держится, играет во всех клубах, и до сих пор все ее знают, все ее слушают. Что происходит в Америке? Песня не получает вообще никакой реакции, нормального промоушена, и что? Пик ее — это 49-я строчка в Billboard Hot 100 и никакой поддержки на радио. И после того, как Майли вернула к себе внимание хотя бы в Европе с треком с Марком Ронсоном, ничего не происходит еще примерно 5 месяцев, и только потом она объявляет на своем сайте, что скоро выходит ее эпишка She's Coming, и фанаты понимают, что дата запланирована на 30 мая, а это четверг. И ситуация ровно такая же, как с Малибу. Первый день пошел бы в никуда. Но фанаты надавили на лейбл, очень много им писали, и все-таки получилось выбить, чтобы релиз перенесли на пятницу. Из-за этого эпишка хотя бы дебютировала в топ-5 в Billboard 200, и на тот момент была довольно большая конкуренция, да и у Майли была всего лишь EP, это мало песен, это мало ротации на Spotify, и поэтому она довольно неплохо дебютировала. Никаких синглов Майли до этого не выпускала, но с выходом стало понятно, что заглавной песней альбома является трек Mother's Daughter, и это абсолютно потенциальный хит и потрясающая песня, но происходит то, что примерно в этот же момент выходит серия с Майли Сайрус в сериале «Черное зеркало». И там Майли играет певицу, ака персонажа Эшли О, у которой выходит трек On a Roll. И тут лейбл решает, что мы, в принципе, можем делать промо для двух песен сразу, и что в итоге получилось? Ни одна из песен не получила нормального промо. В то время как трек Mother's Daughter пытались продвигать на Spotify, люди были заинтересованы в новом интересном треке On a Roll. В итоге получилось просто полная мешанина, люди не могли сконцентрироваться, на что им обращать внимание, на трек She's Coming или на интересную игру ее персонажей и трек On a Roll. В итоге получилось так, что только через месяц на Mother's Daughter выходит клип, и именно в этот момент трек Mother's Daughter убирают из самого главного плейлиста Spotify и ставят на ее место трек On a Roll. В итоге получается вообще какой-то бред сумасшедшего. По сути, они упустили момент с взрывом трека On a Roll, и пока они это делали, они же упустили полностью весь потенциал Mother's Daughter, и в итоге оба трека провалились. Потом Майли ездит по фестивалям, выступает нормально, зарабатывает немножко денег, и в августе она сюрпризом выпускает трек Slide Away, который посвящен ее разрыву с Лиамом Хемсвортом. И изначально у песни был довольно высокий потенциал стать хитом, потому что это уже, скажем так, вторая песня про Лиама, которая была всем интересна, потому что за их отношениями следили последние лет 10. Но лейбл RCA решил, что нет смысла в нее вкладываться, поэтому никак не поддержал песню ни на радио, ни какими-то баннерами в iTunes. И, естественно, трек очень быстро потерял свою актуальность, и все, что они сделали, это прямо в попыхах в последний момент фактически заставили Майли выступить на MTV VMA с этим треком. Было видно, что она была абсолютно не готова. В последний момент все собрали, она выступила и абсолютно забыла про этот трек. В это же время фанаты все ждут продолжения ее EP, потому что Майли четко сказала, что ее EP это лишь одна из трех, и потом все эти эпишки сложатся в один большой полноценный альбом. Но что случилось? Из-за провала первой EP лейбл решил, что не стоит выпускать второй и третий. Хотя у Майли был готов материал, они решили, что надо переписывать, и убедились в том, чтобы Майли поработала с правильными продюсерами над альбомом, чтобы у нее были потенциальные хиты. Посадили ее в студию с Максом Мартином, который молодец, я его очень люблю, но опять же альбом переписывается, то есть концепция меняется, то есть первая часть альбома уже никак не будет связана со второй, и вообще, опять же, бред. Следующим наитупейшим моментом случилась премия Грэмми 2020, потому что в 2019 году лейбл Майли, который подает заявки, не сам артист, а именно лейбл, они решили, что She's Coming никак не достоин никаких категорий, поэтому не подавали ни трек Mother's Daughter, ни сам альбом. Подали только Slide Away, и то забыли как-то про очень понятную для этой песни номинацию Best Pop Solo. Поэтому что получилось? Ни одной номинации Майли в итоге не получила. А комитет Грэмми в итоге номинировал ремикс на Mother's Daughter от другого лейбла, от того лейбла, на котором был диджей, который это миксовал. То есть, по сути, трек Mother's Daughter зашел Академии, то есть она могла получить какие-то номинации, но что лейбл просто не подал его на заявки. В целом весь промоушен эры She's Coming просто свелся к нулю, в нее не вкладывали абсолютно никаких денег, сняли абсолютно дешманский клип на Mother's Daughter,
и никак не пытались делать ей промоушен. При этом на лейбле работают довольно странные люди, которые постоянно допускают сливы материала, и это касается не только Майли, но и других артистов, вроде Бритни Спирс. А треки Майли, вроде сингловых, вроде Nothing Breaks Like a Heart, да и целый She's Coming, их сливали просто за неделю до выхода. Естественно, это все влияет на продажи, на заинтересованность, потому что, ну, все мы умеем пользоваться Твиттером, там все эти сливы всегда есть, и даже сейчас уже половину следующего альбома Майли, который мы еще даже не знаем, когда выйдет, его уже слили давно в Твиттер. И что мы получаем по итогу? В принципе, с эрой Майли Сайрус и Her Dead Pet случился некий разлад Майли с лейблом, и мне кажется, они просто не хотят ее больше поддерживать финансово, либо просто не верят в нее, либо они действительно поссорились с Майли, и что-то у них пошло не так. И можно, да, много говорить, что вина и в Майли, что она там пишет не ту музыку, делает не те вещи, но Майли при этом развивается как артист и пишет хорошую музыку. За последние пару лет она выпустила просто две потрясающие песни, абсолютный шедевр с Марком Ронсоном, и Mother's Daughter я тоже считаю одна из сильнейших песен в ее карьере. Но при этом из-за того, что ее никак не поддерживают на радио, ей не дают денег на промоушен, ее просто забывают. И это очень обидно, потому что Майли, без вот даже доли фанатизма, Майли одна из самых интересных и талантливых артисток нашего поколения, которая умеет в разные жанры, которая обладает потрясающим голосом и умением трансформироваться в разные образы. Но лейбл просто решил, что Майли для них больше не прайм-артист, они вкладываются в других ребят, вроде Ариана Гранде и остальных. А лейбл просто все равно, он даже не обновляет сертификации Майли, которые, ну, это такая мелочь для них сделать, выкупить какие-то там платины или бриллиант за парень из USA, то есть у Майли есть бриллиантовый сингл, который она до сих пор не получила, потому что лейблу просто пофиг. И в целом такая негласная политика бренда RCA лейбла, это в том, что они дают плюс-минус большую свободу артистам на создание материала. Но суть в том, что они абсолютно не хотят вкладываться в их музыку, пока трек или альбом сами по себе не бомбанут. То есть так случалось с We Can't Stop, так случалось с Wrecking Ball, да и с песнями других артистов их же лейбла. То есть они начинают делать какой-то промо, только если трек уже сам довольно неплохо зашел людям. Но так работает очень редко, потому что мы все-таки живем в мире, которым управляют лейблы, и мы слушаем именно то, что они хотят. Поэтому то, как они занимаются артистом и материалом, напрямую зависит на то, как популярен тот или иной человек. И, к сожалению, Майли сейчас находится на довольно плачевной позиции в своей карьере, и во многом это вина лейбла. Если вдруг кто-то посмотрел это видео, пожалуйста, напишите, что вы думаете об этой теме. Вообще задумывались ли вы когда-либо на такие вот темы? И много ли вы знаете про лейбл? Если знаете или что-то считаете другое мнение, то обязательно напишите в комментарии. Мне будет очень интересно почитать. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.